Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такой пряник с изображением железного человека. Ссылку на изображение оставлю, как всегда, в описании под видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Картинку я заранее перенесла на пряник и нарисовала цифру 11, это возраст именинника. Она будет расположена как бы перед железным человеком. Рецепт теста, глазури и как перенести картинку, все это можно найти у меня на канале, ссылка будет в описании. Заливку начну с цифры, так как нужны будут четкие границы при заливке железного человека. Айсинг для цифры у меня в консистенции 15 секунд. Для цвета я смешала желтый и немного коричневого. Заливку железного человека начинаем с отдаленных элементов. Смежные элементы заливаем, когда на соседних деталь уже схватилась. Айсинг я использую на живом белке в консистенции 20 секунд, кроме айсинга под золото. Более подробно про глазурь и консистенции можно также посмотреть у меня на канале, ссылка будет в описании. Цвета я использовала красный, белый, серый и под золото, о котором рассказала ранее. Глазурь красного цвета окрашивала красителем Топ Декор, остальные красителями Криама. Так как у данного пряника много мелких деталей, у корнета нужно отрезать тоненький кончик. Но не обязательно каждую мелкую деталь выделять, вы делаете так, как вам проще, но все же старайтесь выделить самые главные детали, чтобы не сделать изображение плоским. А все мелкое потом сверху можно будет дорисовать кистью.
Если вы рисуете пряники по моим видео, отмечайте меня, пожалуйста, в инстаграме, буду очень признательна. Чтобы золотую маску на голове у Железного человека сделать немного объемнее, выше, я использую вот такой прием. Сначала наношу немного айсинга на внутреннюю часть нужного элемента, а после того, как он схватится, уже заливаю деталь. Такой прием также можно использовать для предотвращения провалов у деталей. Как я уже говорила, цифры должны находиться как бы перед нашим героем, а значит ближе к нам, поэтому я рисую их еще раз поверх уже имеющихся. Отправляем пряник сушиться минимум на 5 часов и можно приступать к росписи кистью. Пряник высох, он уже очень красивый, и кто-то может оставить его таким, дорисовав только глаза и блики. Но я буду его расписывать кистью. Мой Железный человек не будет как будто только с конвейера, он будет выглядеть как после боя. Расписываю красителями фирмы Криама, развожу их водкой, но можно и водой. В основном использую краситель черного цвета для затемнения нужных участков. Хорошо разбавляю и растушевываю его. А также буду использовать голубой, белый, красный и золотой.
Если красителем испачкали какой-то соседний элемент, то это можно исправить чистой влажной кистью. Немного подкрашиваю чистые участки красным цветом, чтобы добавить яркости, но это делать не обязательно. Белым красителем делаю блики и растушевываю их немного, осветляя необходимые участки. Элементы костюма, которые должны быть золотого цвета, окрашиваю красителем Топ Декор. Черным красителем тонкой кистью выделяю все контуры рисунка и дорисовываю необходимые части и штрихи.
Цифры также покрываю золотым красителем от Top Decor. Вот такой железный человек получился, мне очень нравится, а вам? Благодарю за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Не забывайте отмечать меня в Инстаграме и других социальных сетях, ставьте лайк, подписывайтесь, всего вам доброго!